Всем привет, меня зовут Светлана, и в этом видео мы с вами сделаем вот такого гномика-девочку. После того, как на моем канале вышло видео с гномиком-мальчиком, вы все время меня просили сделать и девочку, поэтому если вам интересна сама идея или процесс, оставайтесь со мной. В этот раз я совершенно иначе делала основу для гномика. Для ножек я взяла вот такие две палочки, это был черенок для лопаты, мне его просто распилили на кусочки. Также нам понадобится плотный картон. Из картона я вырезала вот такие заготовки, эти детальки у нас пойдут на ножки. Для надежности склеиваю по две штучки вместе, после чего сзади делаю отметку в полсантиметра и приклеиваю палочки. Приклеивать буду на клей Титан, но вы можете заменить на любой другой подходящий клей. Ну а ссылки на все шаблоны вы, как всегда, сможете найти в описании под этим видео. Так же, как и с прошлым гномиком, в этот раз я тоже не буду специально покупать какие-то дорогие ткани, а просто навела порядок в шкафах и подобрала из ненужных вещей то, что мне больше всего подходит. Для ножек я взяла белую кофточку, примеряя и отрезаю нужный мне отрезок, после чего сшиваю. Если вы не умеете шить, то рекомендую вам посмотреть вот это видео, там иголку я использовала в минимальном количестве. Одеваю штанишки на ножки, и вот что у меня получилось. Кстати, сами ножки я предварительно покрасила в белый цвет, потому что моя ткань немного просвечивает. Еще снизу прикручиваем два самореза для того, чтобы ножки были более надежны. Из тех же саморезов я сделала вот такие утяжелители, просто обмотала их малярной лентой, затем приклеиваю на ножки и при помощи фольги формирую сапожок и делаю его более ровным. Для того, чтобы ботиночки сверху были немного шире, вокруг ножки закрепляю кусочек ткани. Сами ботиночки у меня будут из вот такого розового бархата, он хорошо тянется и идеально мне подошел. На глаз делаю два отрезка, один приклеиваю сзади, а второй спереди, при этом всю лишнюю ткань снизу я срезаю. И да, здесь идеально бы подошли детские носочки, но у меня их нет, а покупать специально ничего не хотелось. Хотя одну вещь я все же купила. Это вот такая детская жилетка из искусственного меха. Покупала в секонд-хенде, досталась мне практически даром, и теперь я активно использую ее в своем творчестве. Отрезаю небольшой кусочек меха и приклеиваю сверху на ботиночки. Для основания тела гномика я вырезала две заготовки, склеила их вместе и сделала внутри отверстия, подходящие под диаметр ножек гномика, после чего эту деталь оклеиваю тканью.
Для тела гномика беру отрезок ткани высотой 30 см, а вот ширину я брала на глаз. Просто примерила кусочек ткани к основанию и отрезала нужный мне размер. Готовый отрезок ткани складываю 2 раза пополам, после чего сверху срезаю около 13 см ткани, при этом немного скругляя. Сшиваю по бокам до места скругления, и вот что у меня получилось. Готовую деталь пришиваю по кругу к основанию. После этого в местах, где у меня отверстия для ножек, я делаю небольшие надрезы на ткани. Вставляю ножки, все выравниваю и приклеиваю сверху небольшой брусок, чтобы скрепить ножки вместе. После высыхания клея фиксирую еще и на саморезы. Таким образом, гномик получается очень надежным, но если для вас это все лишнее и сложно, то в предыдущем моем видео с гномиком я делала более простой вариант. Штанишки пришиваю к основанию, после чего наполняю гномика холофайбером, сшиваю все отверстия, и вот что у меня на данный момент получается. Теперь сделаем юбочку для гномика. У меня был небольшой отрезок ткани от старого платья, высоту я отрезала 17 сантиметров, а длина у меня 60. Собираю ткань складочками и начинаю сшивать. Что касается длины отрезка, то здесь лучше ориентируйтесь на вашу ткань. Тянется она или нет, будете ли вы собирать ткань в гармошку, от этого зависит, хватит вам ткани или нет. Снизу на юбочку мне захотелось добавить еще немного кружева. Теперь сделаем ручки. Я нарисовала шаблон варежки, вырезала 2 детальки и сшиваю их вместе, после чего выворачиваю и наполняю варежку холофайбером. Для ручек я взяла проволоку, складываю ее 2 раза пополам, после чего сверху обматываю малярной лентой, а затем накручиваю на проволоку кусочек ткани и закрепляю клеем. Для рукава отмеряю нужный мне кусочек ткани, сшиваю, а затем натягиваю на ручку. Проволоку можно было и не использовать, а просто сшить рукав и наполнить холофайбером. Но мне нравится, когда у гномика ручки можно согнуть. Приклеиваю варежку и сверху добавляю немного меха. Так как у нас гномик девочка, будем делать косички. Для косичек я использую шерсть для валяния и только потому, что она у меня есть. Вы же можете заменить на обычные вязальные или даже швейные нитки. Вот только вторых понадобится намного больше. Или же можно сделать косички из безразмерных колготок или носков. Я, например, в детстве часто себе делала такие прически.
Чтобы косички были более нарядные, добавляю небольшие бантики. Для шапочки я подобрала серую ткань, тоже от старой кофты, но поскольку ткань очень тонкая, добавляю еще подкладку из флиса, потому что мне нравится, когда шапочки на гномиках хорошо держат форму. Ширина моей шапочки получилась 40 сантиметров или же 20, если вы складываете ткань вдвое, а затем отрезаете. Высота подкладки 29 сантиметров, а основной ткани я отрезала на пару сантиметров больше. Сверху шапочку я немного скруглила. При сшивании, если вы делаете подкладку так же, как и я, не забывайте, что у вас есть лицевая и изнаночная сторона. Сверху на шапочку добавляю помпон. У меня был отрезок меха 11 на 8,5 см, поэтому его и использую. Скругляю все края, после чего стягиваю ткань на нитку и вовнутрь добавляю немного холофайбера. Точно таким же образом я сделала и носик, для него взяла бежевую ткань размером 5 на 8 см. Пришиваю помпон к шапке и можно собирать нашего гномика. Сначала одеваем юбочку и что-то наподобие кофточки. Для этого я сшила два отрезка ткани, но если бы планировала делать кофточку изначально, то оставила бы кусочек рукава. Саму кофточку по кругу закрепляю на термоклей точно так же, как и все остальные детальки. Но можно, конечно же, и пришить. В шапочку добавляю немного холофайбера, после чего одеваю на гномика и сзади фиксирую на клей. По бокам приклеиваю ручки и косички, добавляю носик, на шапочке делаю небольшие складки и закрепляю их ниткой. Еще у меня были елочные игрушки-коньки, которые, как мне кажется, идеально подходят к этому гномику. Добавляю в них немного декора, сверху приклеиваю мех, закрепляю на веревочку, и на этом моя девочка будет готова. На этом все. Я надеюсь, вам понравилась девочка-гном в моем исполнении. Если это так, то не забывайте поставить лайк, написать комментарий, подписывайтесь на мой канал. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся уже совсем скоро.